Мы с вами наблюдаем исторический момент. Политический режим, безо всякого преувеличения, рухнул за неделю. Судя по развитию событий, рухнул не потому, что столкнулся с превосходящей военной силой, а потому что никто не пришел его защищать. Так и положено обрушаться диктаторским режимом. Мы с вами вынуждены стали плюс-минус понимать, как развиваются войны. По крайней мере, мы понимаем, что если существует хоть какое-то сопротивление, пусть даже слабое, неорганизованное, очаговое, с такой скоростью противник не движется. Падение режима и захват столицы, которые измеряются днями, может означать только одно – что на защиту этого режима никто не встал вообще. Что армия и система управления просто рухнули. Далее мы обсудим всякие интересные подробности, которые касаются именно Сирии. Но не нужна никакая именно сирийская специфика, когда мы говорим о таком стремительном коллапсе. Такой стремительный коллапс говорит только о том, что режим держался на чистом насилии. Причем насилии, обеспеченном иностранными войсками. Едва только внешняя поддержка снизилась, едва только у России и Ирана закончились лишние войска и прокси-силы для поддержания режима, он развалился от первого же толчка. За эти 2,5 года мы наблюдали, как оккупантов встречают настоящие государства. Как сражается армия за свою землю, как протестуют и сопротивляются обычные граждане в Украине. Как ведут себя люди, которые считают свою страну своей. И мы видим, как все случилось в Сирии. А в Сирии всеобщая реакция, судя по всему, находится в диапазоне от безразличия до искренней радости. Такова судьба каждого подобного режима. Если вся легитимность держится на страхе, если любая нелояльность ведет к репрессиям, то как только режим утрачивает возможность бить своих граждан дубинками по голове, стрелять в них, пытать в тюрьмах, он сразу же и заканчивается. Пусть закономерно, но все равно удивительно, что диктаторы падают именно так. Нет никакого политического кризиса, никаких скандалов. Нельзя предсказать, что режим прям ослаб. Он просто вот вчера был, а сегодня его нет. А происходит так потому, что какая-либо связь диктаторского режима с гражданами отсутствует. Наоборот, режим делает все от него зависящее, чтобы граждане не мешали своим существованием управлять страной. Гражданам внушается, что они тут в гостях, что от них ничего не зависит, что они должны просто следовать спущенным сверху правилам, на которые не имеют никакого влияния. Когда приходит критический момент, будь то уголовник, идущий на столицу с танками, будь то исламистское войско, граждане продолжают следовать ровно тому, что им внушили. Мол, если режиму принадлежит абсолютная власть, если нам четко сказано никуда не лезть и ни во что не вмешиваться, то когда вас будут вешать на фонарях, висеть придется самостоятельно. Каждый раз, когда происходит настолько крупное обрушение, внешние наблюдатели даже не сразу успевают сообразить, что случилось. Вот стоял у нас такой прекрасный монолитный режим, у которого все было схвачено и все были задавлены, а потом хлобысь и нету его. И даже внешние союзники, вложившие столько политического, финансового, людского капитала в спасение твоего режима, даже Владимир Путин, который тебя изо всех сил удерживал, не успеют и глазом моргнуть, как все закончится. Для нас, конечно же, именно этот момент самый интересный. Асад не абы какой ближневосточный деспот с террористическими замашками. Де-факто он существовал в статусе марионеточного правителя, стоящего на двух ногах – иранской и российской. Для Путина спасение Асада было главным проектом второй половины десятых. На этом проекте крошечный отряд Вагнера превратился в частную армию. На этот проект были угроханы невероятные ресурсы, потеряны люди, потрачено уйма денег. На спасение и укрепление Асада были потрачены годы. Спасение это считалось большим геополитическим успехом. Из этого пытались сделать большой пропагандистский сюжет, как Путин лихо воюет по всему глобусу, утирая нос всяким американцам и туркам. И вот это вот все. Жизни российских солдат, деньги из кармана российских граждан, дипломатические усилия по легитимизации Асада. Все это превратилось в пыль. Несколько лет, неизвестное количество миллиардов долларов. Все разом стало неважно. Эта история не только про падение диктатуры, но еще и про особый идиотизм и лженаучность геополитики как идеи. Все усилия и ресурсы, вложенные в то, чтобы на несколько лет почувствовать себя вершителем судеб, обнуляются в момент. Люди, которые могли жить в России, заниматься каким-то осмысленным трудом, бесплатно и бессмысленно похоронены в чужих песках. Впустую спущены деньги, которые могли бы быть потрачены внутри страны или инвестированы во внешние активы. Все эти идиотские достижения для телевизора, концерты на руинах городов с участием виолончелиста Ралдугина, держателя теневых путинских миллиардов. Все обернулось прахом. Причем с этим сразу все смирились.
Теперь внимание переключено на Покровск. А Алеппо? Ну что Алеппо? Что брали его, что не брали, что бомбили, что не бомбили. Великое достижение. Смогли какое-то время поддержать марионеточный режим. Какая глобальная разница, рухнул бы он 9 лет назад или сейчас? Это неизвестно никому. Такой себе аттракцион бессмысленности. Был бы этот аттракцион забавным, если бы за ним не тянулся шлейф российской крови и российских безумных денег, сожженных в никуда. Диктаторские режимы исчезают без следа за считанные дни и не оставляют о себе никакой памяти. Как ничего не оставляют после себя их внешнеполитические игрища. Дальше поговорим подробнее о внутреннем содержании, но пока просто зафиксируем, как оно бывает. Все-таки не каждый день вживую увидишь. Жесточайший режим, который 3 недели назад всем казался в высшей степени устойчивым, сегодня свелся более-менее, мы пока даже не знаем точно, просто к попытке бывшего диктатора сбежать из страны. И очередной проект Владимира Путина забыт. Не просто всеми, но, похоже, и им самим тоже. Такова судьба каждого подобного проекта. Какими бы успешными они ни казались в моменте, спустя пару мгновений уже сложно вспомнить, что они вообще были. Теперь к хронологии событий. Наступая со своего плацдарма в провинции Идлиб, боевики-исламисты последовательно взяли ключевые города – Алеппо, Хама и Хомс. Хомс, кстати, важнейший транспортный узел и до вчерашнего дня был последней надеждой лоялистов. Его падение открыл дорогу на Дамаск и дало возможность боевикам отрезать от остальной страны провинцию Латакия и Тартус, где находится российская авиабаза и пункт материально-технического обеспечения российских военно-морских сил. На фоне блицкрига, который устроила группировка Тахрир аш-Шам, активизировались просто все. На юге вышли из подполья и подняли восстание противники режима из провинции Дараа. Под их контролем оказались друзские города Эс-Сувейда и Джарамана, которые расположены всего в 3 километрах от Дамаска. В Джарамане друзы, которые прежде подвергались жестоким гонениям со стороны исламистов и потому храбро воевали на стороне правительства, теперь же они выступили против властей и демонстративно снесли памятник отцу Башара. Событие это неожиданное. В традициях друзов быть предельно лояльными властям той страны, в которой они живут. Их восстание может быть выгодно Израилю. Друзы могут создать буфер между израильским государством и исламистами. Были также сообщения о том, что армия обороны Израиля перешла границу и заняла позиции в приграничной сирийской провинции, а также сообщения о том, что Израиль разбомбил крупные склады вооружений в Дамаске, чтобы те не попали в руки повстанцам. На юго-востоке Сирии находится американская военная база, территорию вокруг которой контролируют группировки, получающие поддержку от США. Они тоже развернули наступление, с наскока захватили Пальмиру и прорвались к столице с северо-восточной стороны. Насколько эти группировки являются умеренными, это вопрос дискуссионный. Тут, как говорится, сегодня да, а завтра нет. В целом, нейтральные к сирийскому правительству курды тоже решили увеличить зону своего контроля. Они пошли в наступление из своей самопровозглашенной автономии и овладели городом Дейр-эз-Зор. Если быть точным, там действуют не только курды, но и дружественные им ассирийцы, арабы, христиане и другие меньшинства. Все вместе они называют себя сирийские демократические силы. Если в планах турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана был удар по курдам, то тут он мог переиграть сам себя. В условиях полного краха сирийской государственности курды, если быстро сориентируются, могут усилиться как никогда. Армия Башара Асада попросту разбежалась, оставив противнику тысячи единиц военной техники в исправном состоянии. Не только танки, БМП и артиллерию, но и зенитно-ракетные комплексы, самолеты, вертолеты. Даже есть видео, на котором боевики учатся управлять трофейным вертолетом Ми-8 с помощью гайдов на Ютубе. В 1924 году асадовская армия оказалась в худшем состоянии, чем 10 лет назад. Раньше, даже в худшие дни гражданской войны, часть армии продолжала воевать за президента. Воевали части, годами находившиеся в окружении. Теперь же не воюет никто. Местонахождение Башара Асада на момент записи неизвестно. Его семья, по слухам, вывезена в Москву, где уже давно учится старший сын Асада. В ноябре этого года он как раз защитил кандидатскую диссертацию. Оставшийся в Дамаске премьер-министр утром 8 декабря попал на камеру в окружении бородачей с автоматами. Он уже заявил, что передает власть боевикам. Пока не совсем понятно, правда, каким именно. В Дамаске, если верить опубликованным кадрам, уже начались уличные казни. Проверить это пока невозможно.
Боевики Хаят Тахрир аш-Шам, не встретив фактически никакого сопротивления асадовской армии, помчались к столице. Что, по слухам, стало неожиданностью для главного спонсора этой группировки Реджепа Эрдогана, который претендовал лишь на северные провинции Сирии. Тахрир аш-Шам – это террористическая организация, нерегулярная турецкая армия. Эрдоган не может отдать ей приказ остановиться. Ему теперь остается только выступать в поддержку марша на Дамаск и делать вид, что так и было задумано. Хотя, опять же, по слухам, он рассчитывал, что асадовские войска сначала отступят, а потом остановят боевиков на каких-то новых рубежах. Так почему же государственная армия, а следом за ней и само государство, рассыпалось буквально за 10 дней? Мы уже поговорили об этом в целом, но для ответа на этот вопрос в сирийском контексте необходимо вернуться на 8 лет назад, в 2016. Тогда режим Башара Асада, окруженный исламским государством, Аль-Каидой и их сателлитами, выручила российская армия, вступившая в войну. Пусть не вся Сирия, но большая ее часть в 16-17 годах вернулась под контроль правительства. Казалось, что Сирийская Арабская Республика получила второй шанс. Но тогда же произошло еще одно событие, малозаметное, однако ключевое для этого государства. В 2016 году в возрасте 85 лет скончалась мать президента Аниса Махлуф. Это усилило внутриэлитную борьбу за передел собственности. Раз уж русские спасли нас в войне против боевиков-исламистов, пришло время вернуться к клановым войнам, подумали Асады, Махлуфы, Ахрасы, это уже родня жены президента, ну и начали разбираться. Сирийский президент, ранее врач-офтальмолог, совершенно случайно стал наследником престола и находился под большим влиянием супруги, чем пользовалась ее семья. В 2000 году, когда умер отец Башара, произошло примерно то же. Хафиз эль-Асад всех родственников держал в ежовых рукавицах, а вот его сын Башар так не умел. Элиты уже тогда совсем распоясались и довели Сирию до гражданской войны. А после смерти Анисы Махлуф им хватило 8 лет, чтобы привести страну к утрате государственности. Сейчас об этом поговорим дальше, отдельно, но сначала реклама, посмотрите, пожалуйста. Сейчас многие до сих пор сталкиваются с проблемами при поездке за границу. Потому что отель без иностранной карты не забронируешь, автомобиль не арендуешь. И если вы едете только с наличными, то все время будут возникать новые мелкие проблемы, которые подпортят впечатление от поездки. При этом существует миф, будто карту зарубежного банка сделать прям сложно, долго или дорого. Еще и в другую страну лететь для этого. Это вовсе не так. Иностранную карту можно оформить дистанционно, и стоить это будет дешевле поездки туда и обратно. Сделать это можно в одном из крупнейших казахстанских банков и получить карту в короткие сроки. Пополнить ее можно из любого банка России. А привязать прямо к российскому номеру телефона. Не нужно заводить отдельную казахстанскую сим-карту. Карту можно подключить к Google и Apple Pay, оплачивать ей отели на Booking и Airbnb, платить за Netflix, iCloud и Spotify, открыть брокерский счет и инвестировать в иностранные акции. Ну и, конечно, приобретать товары в зарубежных онлайн-магазинах. Еще карта подходит для аренды авто, у нее есть свой БИН-номер. Пока есть возможность оформить карту дистанционно, пользуйтесь. Возможно, скоро правила изменятся, и без полета в Казахстан открыть такой счет не получится. Так что, если думали завести себе иностранную карту, переходите по ссылке в описании, чтобы узнать условия и получить скидку в 30% на услуги команды по промокоду КАЦ. Продолжим. С 17 по 24 год никто в Сирии не занимался финансированием армии, ее перевооружением и боевой подготовкой. Никто не рыл окопы, не строил блиндажи. Все были заняты разборками и дележкой активов. В 2020 году, например, был раскулачен кузен Башара Асада и крупнейший бизнесмен страны. Сирийская Арабская Республика достигла такой степени разложения, что младший брат Башара, Махер Асад, возглавил целый картель, торгующий каптагоном, популярным в регионе наркотиком, чем выбесил лидеров соседних государств. При этом Махер вообще-то армейский генерал, командир элитной 4-й бронетанковой дивизии, которая должна была в эти дни защищать страну. То же касается и генерала Сухеля, колоритного полководца, не проигравшего ни одного сражения. За последние годы и он погряз в интригах сирийских элит. Еще разругался с другими генералами по политическим вопросам. Сухель – сторонник союза с Россией, а многие из его коллег продвигали сближение с Ираном. К 1924 году эта армия полностью утратила боеспособность. Типичный военнослужащий сирийской армии – это мужчина, исповедующий ислам суннитского толка. Если он сложит оружие и переоденется в гражданское, то как суннита боевики его точно не убьют, они сами сунниты. А как мужчину не заставят носить паранджу, не лишат права учиться и работать.
Да, под властью боевиков-исламистов не получится, как при светской диктатуре Асада, отдыхать в ночных клубах и пить там спиртное в окружении девушек. Но за это солдат-суннит не готов погибать. Особенно с учетом того, что воевать его не обучили, а коррумпированные власти его самого достали. Когда речь заходит о боевиках-исламистах, мы представляем себе полоумных бородачей, у которых весь словарный запас состоит из Аллаху и Акбар. И среди пехоты таких хватает там. Однако во главе исламистских группировок находятся не дураки совсем. К примеру, ядром ИГИЛа в свое время стали офицеры армии и спецслужб Ирака, которых американцы, вместо того, чтобы перекупить, выгнали со службы после свержения Саддама Хусейна. Во главе группировки Тахрир аш-Шам тоже стоит очень опытный полевой командир Абу Мухаммад аль-Джулани с богатым послужным списком. Он отлично ориентируется в новых веяниях, что касается как военного дела, так и политики. Он учел опыт применения FPV-дронов в российско-украинской войне и насытил ими свои войска. А вот сирийская армия никакой антидроновой защиты для своей техники не подготовила. Кроме того, Аль-Джулани развернул для сирийских этнических и конфессиональных меньшинств пропагандистскую кампанию. Мол, я вовсе не собираюсь вас резать, не беспокойтесь. Например, сейчас Тахрир аш-Шам публикует фотографии христианской службы в оккупированном ими Алеппо. Мол, смотрите, мы никого не убили. И это очень хорошо. Но стоит сказать, что христиан даже игиловцы не убивали, если те платили налог на вероисповедание, по сути, плату за право на жизнь. Тоже относится и к иудеям. Но вот езидов и курдов, по мнению радикальных исламистов, существовать вообще не должно. Как и так называемых вероотступников, последователей любой ветви ислама, кроме суннизма. В том числе алавитов, к которым относится Башар Асад. В общем, фотографии из христианского храма ничего еще не доказывают. Но пропагандистский эффект есть. Сам Аль-Джулани заметно сменил имидж. Вместо традиционной исламистской одежды носит обычное милитари. И открыто заявил о себе как о джихадисте, поддерживающем разнообразие. Появился буквально новый термин – diversity-friendly джихадист. Напомню, захватившие Афганистан талибы тоже первое время настаивали, что они продвинутые. Однако эти разговоры длились недолго. Они быстро пришли к радикальным формам шариата, вплоть до того, что афганским женщинам официально запретили разговаривать друг с другом. И фактически отменили их право на медицинскую помощь и, конечно, на образование. Радикальные исламисты могут обещать что угодно, лишь бы им не сопротивлялись. Но когда их власть становится крепка, оказывается, что у них совсем другой взгляд на мир, совсем не такой, как вам казалось. Российская операция в Сирии началась в сентябре 2015 года и развивалась успешно. Были освобождены или деблокированы многие сирийские города. Светская диктатура Асада вернулась в них. Путин хотел обрести славу защитника западной цивилизации от международного терроризма. В Пальмире тогда состоялся тот большой концерт симфонической музыки с Ралдугиным, прямо на том же месте, где игиловцы незадолго до этого казнили людей. В расположении российских войск пускали западных журналистов. На авиабомбах писали «За Париж», после того, как игиловцы совершили там теракт и убили 130 человек. Однако довести операцию до какого-то разумного завершения Путин то ли не захотел, то ли не смог. В 2017 году был запущен так называемый Астанинский формат, участники которого были Россия, Иран и Турция. Стороны решили создать так называемые зоны деэскалации. Крупнейшая из них была в Идлибе. Фактически Путин признал Идлиб зоной исключительных интересов Турции. И туда с 2017 года были вывезены из остальной Сирии десятки тысяч террористов и членов их семей. Они буквально садились в автобусы и длинными колоннами туда ехали под гарантией России, что по пути их никто не тронет. Предполагалось, что с Эрдоганом достигнута договоренность. Да, он занял значительный кусок Сирии, но удерживает внутри него боевиков-исламистов. Но на Ближнем Востоке договоренности действуют только до того момента, пока ты силен. Сейчас же в слабой позиции оказались оба союзника правительства Сирии – и Иран, и Россия. Лояльная Ирану Хезболла могла бы помочь Асаду, если бы недавно сама не понесла огромный урон от израильтян. Теоретически Иран мог прислать свои регулярные войска, но от чего-то не захотел. Возможно, потому что Асад не стал присоединяться к атакам на Израиль и даже помешал Хизбалле атаковать еврейское государство с территории Сирии. Помимо иранцев, так и не доехали до поля боя иракцы, хотя те, казалось бы, еще несколько дней назад отправились на помощь сирийскому правительству большими колоннами и с помпой. Российская армия Асаду сейчас тем более не помощник. Она вся в Украине.
Вероятнее всего, усилия армии России будут теперь направлены лишь на оборону собственных баз в провинциях Латакия и Тартус. Именно там проживает больше всего алавитов, для которых боевики-исламисты представляют экзистенциальную угрозу. Поэтому у населения есть мотивация оборонять эти провинции, хотя памятники Асадам летят с постаментов уже и там. Многие боевики-исламисты, кстати, говорят на русском языке. Это выходцы из мусульманских регионов России и из постсоветских республик Центральной Азии. Прямо сейчас они получают боевой опыт в Сирии вместе с трофейным оружием, вплоть до авиации и зенитных ракет. Полный провал Путина в Сирии и превращение этой страны в огромную базу для боевиков может сильно аукнуться Россией. У радикальных исламистов свои виды и на Центральную Азию, и на Кавказ, и на регионы вроде Татарстана и Башкортостана. В целом мы имеем дело с регионом, где очень затруднительно сказать, что какие-то силы добра одержали победу над силами зла. Это тоже базовое свойство диктатур. Люди и силы, которые могли бы быть нам симпатичны, при диктатурах не выживают. Выживают те, кто с диктатурой говорит на одном языке, кто может автомату противопоставить автомат. Либеральные демократии встречают оппонентов на выборах, диктатуры встречают подобную же себе оппозицию, таких же головорезов. Тем не менее, мы наблюдаем свершение неизбежного. Диктатура, опирающаяся на насилие, была без особых проблем насилием же ликвидирована. Потому что можно сидеть на штыках некоторое время, но только до тех пор, пока твои штыки острее и их больше, чем у оппонентов. Ничего хорошего в этом всем нет. До завтра.